Добро пожаловать на канал всем любителям железнодорожного моделизма. Сегодня я хочу сделать обзор на новую модель от компании «Умная бумага» Брежневку, модель 9-этажного панельного дома. Для начала хочу обратить ваше внимание на коробку. На ней изображен сам Леонид Ильич Брежнев, бережно собирающий свою модель. Одна из его знаменитых цитат: «Экономика должна быть экономной. Таково требование». А также юмористические выражения от самой компании «Умная бумага». Например, КПСС рекомендует Тум-Бум, и советская молодежь теперь может собирать больше моделей, заявил председатель Совета депутатов ВКСМ товарищ Крепкокартонов. На обратной стороне коробки изображена сама Брежневка в сборе, ее габариты 22 на 17 на 37 сантиметров, масштаб 1 к 87 и лист с наклейками, который можно наклеить уже после сбора самой модели. Давайте распакуем коробку. Вначале у нас идет инструкция на 16 этапов. Далее идет лист с наклейками. Затем окна. И отдельное внимание хочется обратить на качество проработки окон и разнообразие рисунков, которые на них изображены. Далее идет лист с членами Политбюро ЦК КПСС и фотография Брежнева с пионерами, и сами листы с моделью. Теперь, изучив инструкцию, мы можем приступать к сборке. Первым этапом является сборка двух стен с лоджиями, поэтому мы берем стену и подготавливаем ее. Для начала необходимо вынуть все заглушки из пазов. Теперь я убираю заглушки из окон. Для этого в некоторых местах я использую нож, чтобы подрезать место стыка и не испортить картон. После удаления всех заглушек я подобрал подходящий цвет спиртового маркера и окрасил все торцы картона. После этого я взял оставшиеся заглушки от окон и измерил их для дальнейшего создания 3D-модели оконной рамы. Далее я захожу в программу для 3D-моделирования Fusion 360 и создаю две модели. Одну модель оконной рамы и одну модель оконной рамы с дверью выхода в лоджию. После этого я захожу в слайсер Cura и подготавливаю 3D-модели к печати.
Забираем флешку и идем к 3D принтеру. После завершения печати необходимо обработать получившуюся деталь. Для этого я сначала ножом удаляю излишки пластика, затем с помощью наждачной бумаги я выравниваю все поверхности, и после этого квадратным напильником я создаю ровные углы. После обработки деталей я их приклеиваю к основным окнам на клей Titebond. И вот такой вот результат получился с новыми оконными рамами. Теперь для сборки стены нам осталось приклеить окна к последним 3 этажам. Здесь я хочу добавить, что вместо клея Titebond я стал использовать суперклей для приклеивания оконных рам к стеклам, а для приклеивания самого оконного блока с несколькими стеклами я стал использовать двусторонний скотч. Так он держится гораздо прочнее. И далее мы приступаем к сборке стен и лоджий. Также подкрашивая все торцы картона подходящим цветом спиртового маркера и подклеивая там, где это имеет смысл. И после сборки второй стены с лоджиями получаем вот такой промежуточный результат. Следующим этапом, отступив немного от инструкции, я решил приклеить все окна к стенам, чтобы впоследствии к ним не возвращаться. Далее я приклеиваю черный картон с обратной стороны некоторых окон, для того, чтобы когда я сделаю подсветку дома изнутри, создавался эффект того, что не во всех комнатах включен свет. Теперь осталось лишь собрать последнюю стену с лоджиями, и можно будет приступать к этапу сборки всего дома. Теперь я беру вот такую вот гирлянду и встраиваю ее в выключатель вместо одной из вентиляционных шахт подвала дома. После чего прикрепляю ее к деталям каркаса дома. А затем я прикрепляю к каркасу оставшиеся стены дома. И после этого, наконец-то, можно сделать вот так. И теперь остается лишь собрать и установить крышу, и Брежневка готова.
И вот такая вот брежневка получилась. Я считаю, что результат достаточно хороший, особенно с освещением. В следующей части я расскажу о том, как делать территорию вокруг нее. Всем спасибо за просмотр и до следующего видео.